Национальный центр «Россия» – пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут. Аналогов ему в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра в ноябре 2024 года прошло более 10 выставок. Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве. Добрый день. Да, наша секция сегодня будет посвящена обсуждению не личного, семейного и свадебного, в том числе, опыта, а такому более широкому взгляду. Социология нам поможет понять, как семья, семейные ценности, свадьба в том числе воспринимаются в современном обществе нашими современниками, и немного поговорить об этом. И я приглашаю на сцену наших участников, спикеров. Ольга Викторовна Петрова, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации. Пожалуйста. Так, Мария Шелудько, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения России. И Яна Валерьевна Лантратова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Да, и для затравки мы покажем несколько слайдов из исследования, которые аналитический центр ВЦИОМ специально к третьему свадебному фестивалю провел. Ну и дальше будем обращаться к этому исследованию по ходу нашей дискуссии. Давайте начнем. Ну вот это параметры исследования. Общероссийское было исследование. Мы опрашивали россиян в возрасте 18 лет и старше. И вот исследование свежее, буквально закончили мы его 1 июля. Это был онлайн-опрос. Ну, самое главное, что надо понимать, что это исследование именно всероссийское. То есть оно представляет всю нашу большую страну. Итак, что же оно показало? Семья сегодня, как и уже длительное время, для наших соотечественников является по-настоящему главной, центральной, жизненной ценностью. Вот здесь представлены различные ценности из известного указа президента Российской Федерации номер 809 о традиционных духовно-нравственных ценностях. Вы всех их знаете. И мы здесь попросили отметить несколько вариантов, не более 3, которые наши респонденты считают наиболее важными именно для себя. И, кстати, мы опросили в том числе и часть участников фестиваля. Здесь мы тоже приводим цифры. Их можно сравнить с данными общероссийского исследования. Это тоже не безинтересно. Итак, среди всех опрошенных ценность крепкой семьи вышла на, безусловно, 1-е место с существенным опережением. Каждый второй назвал именно ее.
Все оставшиеся ценности тоже очень важны, но их называют реже. Это вот такое адекватное представление об иерархии, о сравнительной значимости, важности российских ценностей сегодня. Ну а, конечно, если обратиться к участникам фестиваля, фестиваль называется «Свадебный», это не случайно, мы видим, что здесь ценность крепкой семьи, она просто зашкаливает. 81% мы видим, что гораздо выше эта цифра, чем среди всех опрошенных. Почему же семья так для нас важна? Какие мы цели перед ней ставим? Какие задачи она решает? Ну вот здесь несколько интересных ответов. 76%, это 3/4, тоже громадная цифра, говорят, что именно создание семьи, рождение детей и их воспитание является по-настоящему важнейшей, необходимейшей целью человека вообще. Среди участников нашего фестиваля таких даже 93%. Тех, кто полагает, что времена поменялись, и сегодня семья уже не так важна, как прежде. Можно даже, наверное, и без нее прожить. Вот. Это мнение довольно часто фигурирует сейчас в средствах массовой информации. Ну вот наш опрос показал, что да, это мнение существует, безусловно, но оно распространено довольно так узко. Только 17% опрошенных согласились с такой точкой зрения, а среди участников нашего фестиваля и того меньше, только 5%. Еще один важный аспект – преемственность поколений. Вот опора на опыт предыдущих поколений, в том числе поколений своей семьи, это обязательное условие для развития человека, общества, страны. То есть развитие мыслится не как разрыв, не как все разрушить и построить что-то принципиально новое. Нет. Нет. Развитие с опорой на опыт, с опорой на преемственность. Это еще один важный аргумент в пользу семьи. Вот это мнение 2/3 россиян, опрошенных нами, разделили, а среди участников нашего фестиваля тоже больше, порядка 73%. Альтернативное мнение, ну, мы его так сформулировали: время и условия меняются, старые знания и опыт неприменимы в сегодняшних условиях. Ну, то есть преемственность совсем не важна, иногда она скорее даже вредна, чем полезна. Да, тоже есть сторонники его, и немало, но только 30% среди опрошенных россиян, а среди участников фестиваля еще меньше, 16%. То есть здесь мы тоже видим явно доминирующую точку зрения, что именно семья дает нам силы, дает нам знания, дает нам опыт и поддержку в нынешних быстро и трудно предсказуемо меняющихся условиях. Я бы так коротко подвел промежуточный итог, что значительному большинству как опрошенных нами россиян, так и участников фестиваля семья в первую очередь нужна как опора, нужна как поддержка, как пространство любви, тепла, как место, где ты чувствуешь себя защищенным. Ну и, конечно же, это место для рождения и воспитания детей. Это место, где создается и поддерживается система ценностей, которая и объединяет нас, россиян, в одну нацию. Ну а молодежь, конечно же, выстраивает жизненные траектории по-своему. Каждое поколение это делает, но при этом она ни в коем случае не отвергает ценность семьи. Ценность остается, а вот формы, ну, конечно же, меняются, трансформируются, обновляются. Содержание все-таки остается по большому счету неизменным. Сейчас расскажу немного о детях. Вот мы уже видели, что именно для того, чтобы рожать и воспитывать детей в любви, в комфорте, в защищенности,
необходима семья. Итак, вот цифры. Мы видим, что именно эмоциональная поддержка, любовь, тепло, формирование чувства защищенности, как я уже говорил, вот именно они сегодня ассоциируются прежде всего с семьей. Ну и, разумеется, рождение и воспитание детей. Цифры не буду произносить, они все на экране. Какие еще задачи мы ставим перед семьей, какие функции ей придаем? Ну, смотрите, введение общего быта, организация повседневной жизни. Да, сегодня человек стал настолько самостоятелен и настолько технологии развились, что многие говорят, я и без семьи могу отлично прожить, может быть, даже и лучше. Да, есть такая точка зрения, но все-таки большинство по-прежнему полагает, что вместе жить не только веселее, но и проще, и удобнее, и в материальном плане сподручнее. Что еще? Отдых, досуг, общение, времяпрепровождение, которое тоже нас перезаряжает, дает нам эмоции, дает нам силы. Это еще одна важнейшая функция семьи. Финансы, материальное благополучие тоже никуда не убираем. Об этом говорим, но говорим реже. Реже, чем прежде. Вот это сейчас такая тема для по-настоящему острых дискуссий. Семья обходится недешево. Вот. Что еще? Забота о членах семьи и в том числе забота об их здоровье. Мы в ВЦИОМе регулярно спрашиваем россиян, вы счастливы или нет, и там очень четко прослеживается такая связь. Если человек говорит, что он счастлив, то как правило, он 3 фактора важных выделяет вот этого ощущения счастья. Ну, во-первых, он не один, он не одинок. Есть те, кого он любит, и те, кто любит его. Во-вторых, он материально обеспечен. Это не значит, что богат, нет, но есть необходимый минимум. Хотя, конечно, хотелось бы получше, разумеется. Вот. И 3-й фактор – это здоровье. Здоровье свое и здоровье близких. Вот если эти 3 фактора складываются, то человек склонен считать себя счастливым. Вот это наша такая формула счастья. В другие времена, в других странах она может быть другой, будет меняться, но вот сейчас это так. Вот поэтому, конечно, забота о других членах семьи и в плане любви, и в плане совместных интересов, и в плане заботы о здоровье. Она также очень важна. Ну и последний здесь аспект – это сохранение и передача культурных традиций и обычаев. Это еще одна тема, которая очень интенсивно сейчас обсуждается. Пару десятилетий назад нам казалось, что наши традиции не так уж важны. Наши обычаи сегодня не так уж необходимы, чем раньше. Но затем произошел настоящий переворот. Причем он произошел не только у нас, не только в России, а в целом ряде стран мира. Это такое вот возвращение к идентичности, возвращение к традициям, возвращение к собственной культуре, возвращение к преемственности. И вот наш опрос показывает, что семья именно воспринимается как важнейший институт и инструмент сохранения вот этой самости, сохранения культурных традиций и обычаев. И не только сохранения, но и, конечно же, их передачи следующим поколениям. Вот как многообразные функции современной семьи. А теперь вопрос. А для чего люди сейчас чаще всего вступают в брак? Наверное, самый актуальный вопрос для свадебного фестиваля. Вот самые частые ответы. Чтобы быть вместе с любимым человеком. Не просто любите, а быть вместе. Это уже некоторый новый уровень, некоторая новая планка. И ее нам позволяет в том числе достигнуть брака, вступления в брак. Следующий мотив. Продолжение рода.
рождения и воспитания детей. Ну, все мы понимаем, что, в общем-то, можно и по-другому этот вопрос решать, но доминирует мнение, что более правильно, более эффективно, со всех точек зрения лучше решать этот вопрос в семье. Ну и на последнем месте уже вопрос практических соображений. Финансовые, материальные и прочие аспекты. Как я говорил, да, это все с нами, это никуда не девается. Мы живем с вами в реальном мире. Но все-таки в качестве мотива для вступления в брак мы об этом думаем, наверное, в последнюю очередь. Все-таки на первом месте это близость, это тепло, это чувства, это эмоции. И только затем рацио, да, практические соображения. Можно посмотреть на цифры аналогичного опроса среди участников нашего фестиваля. Ну, иерархия примерно та же, но цифры, конечно, более ярко выражены. Мы видим, что люди, которые вступают в брак, живут в браке, придают особую ценность браку, вот все эти мотивы испытывают и разделяют в еще более полной мере. Да, повешу слайд, но пока его озвучивать не буду. Дам возможность высказаться нашим уважаемым спикерам. Вот я сейчас много рассказал о том, как россияне видят нашу семью, и мы видим, что позитив, тепло, хорошие эмоции, они доминируют. Может быть, даже слишком. Вот. Есть, конечно, и обратная сторона. Есть, конечно, и риски, есть, конечно, и угрозы, есть и опасности. Мы живем в непростое время. Об этом тоже было бы неправильно не поговорить. И я хочу задать вопрос Яне Валерьевне Лантратовой об опасностях, об угрозах, ну и, наверное, о том, как нам с ними работать и кто нам может или что нам может в этой ситуации помочь. Применительно, конечно же, прежде всего к браку, к семье. Спасибо большое, дорогие друзья. Прежде всего, когда мне сказали, что зададут вопрос про угрозы, я говорю, вчера же праздник произошел, День семьи, любви и верности. Такое количество ребят заключили брак. Это действительно замечательно, потому что крепкая семья — это основа сильной и крепкой России. Конечно, прежде всего, я вас всех поздравляю с этим замечательным праздником. Вы знаете, когда я ехала сюда, я решила посмотреть для себя, а какая вообще была предыстория праздника. Раньше было модно заключать брак на День Святого Валентина или как-то его привязывать к каким-то китайским традициям. Вот я посмотрела, как создавался праздник День Святого Валентина. На самом деле была очень грубая языческая традиция. Ведь на самом деле жрецы в Древнем Риме, они бегали за женщинами по городу, били их кожаными ремнями, и считалось, что такое жертвоприношение может привести к тому, что будет крепкий брак и хорошее деторождение. Это про традиции. Почему я очень хочу сказать несколько слов про традиции. Вот в нашей стране такие традиции чужды. И рассказ, и история Петра и Февронии, я вдаваться не хочу в смысл, как зарождался этот праздник. Он говорит о чем? Что на самом деле крепкая семья держится не на статусе, не на внешнем благополучии, а на доверии, на верности, любви и взаимоподдержке. Вот и ответ в исследовании, когда говорят, зачем вы выходите замуж или женитесь, чтобы был рядом человек, который всегда поддержит, который будет рядом. И это очень важно понимать, что пройдет много лет, и когда вот жизнь, она же быстро проходит, что останется после тебя? Должно что-то остаться. И твои дети, и вот это продолжение тебя самого, то, что останется после тебя. Это крайне важно. Но действительно, вы правильно сказали, что зачастую, я очень много работаю с молодыми семьями, я радуюсь, потому что ко мне на площадку уполномоченного по правам человека приходит молодежь, студенты. Студенты уже создают семьи. Я вижу студенческие семьи. Многие приводят своих детей, вовлекая в волонтерскую, правозащитную деятельность. Это очень важно. Но, конечно, если говорить об угрозах, то если раньше
раньше, пока я росла, то говорили, что дома безопасно, в школе безопасно, а на улице есть опасность. То сейчас уже про опасность на улице практически никто не говорит. Опасность есть в сети интернет. И, к сожалению, она колоссально большая. И если не любой взрослый может противостоять тем манипуляциям, которые идут к нам через интернет, то что говорить о детях, которые в силу возраста, в силу пока еще не окрепшей психики, этому противостоять не могут. Интернет в 21 веке, он содержит очень много важного, позитивного, образовательного контента. Мы не можем жить без интернета, это реалии, и он нам помогает и в исследованиях, и в развитии, и в образовательных траекториях. Но вместе с тем там очень много опасного. И что мы видим? Огромное количество групп деструктивных. Группа по вовлечению молодежи, детей в алкоголизм, наркоманию, азартные игры. Это, кстати, касается абсолютно всех стран мира. Группы вовлечения детей в какие-то, не хочу про негатив говорить, но очень их много, и они абсолютно разные. И если говорить про то, как работает у нас Роскомнадзор, то Роскомнадзор за прошлый год закрыл более 1 миллиона опасных аккаунтов в сети интернет по разным темам. И более 1 миллиона деструктивных в мессенджерах групп тоже было закрыто структурами. И, конечно, этому нужно противостоять. А как противостоять? Вот на самом деле в свое время я запустила очень важный просветительский проект под названием «Дети в интернете». Когда мы собирались с родителями, когда мы собирались с детьми, и если с детьми в рамках разговора о важном Министерство просвещения уже проводит большую работу и рассказывают, какие есть угрозы в цифровой среде, то очень часто родители не знают, с чем сталкиваются дети. И когда ты рассказываешь, что нужно обратить внимание вот на это, вот на это, вот на это, тогда, когда родитель понимает, какие есть угрозы, он хотя бы может об этом говорить с ребенком. И знаете, вот самый, наверное, большой результат, который я увидела от наших проектов «Дети в интернете», это то, что мне обратная связь от родителей пришла. Вы знаете, оказывается, это было правдой. Я с ребенком поговорил и узнал очень много нового, важного и интересного. Это прежде всего нам нужно говорить с детьми. Этот деструктив идет в том числе и через книжки. Зачастую какие смыслы в книжках заложены? Есть очень хорошие позитивные книжки, а есть книжки, например, там книжка про антиматеринство, там идет, или называется книга «Токсичные родители» или «Как вернуть себе нормальную жизнь». Эта книжка учит о том, что аборт — это нормально, а чтобы жить хорошо, лучше убежать из семьи и жить отдельно. Вот чему может научить такая книжка? Ничему хорошему. В нашей традиционной литературе всегда были наши традиции заложены. И очень важно в том числе и читать с детьми, говорить с детьми. И все эти, конечно, вещи, о них нужно знать, они идут и через игры, и через книжки, и через игрушки, которые продаются в магазине. Ну, собственно, честно говоря, есть несколько, наверное, важных направлений, как с этим можно работать. Первое — создавать позитивный контент для молодежи, в том числе в сети интернет. У нас есть различные лагеря, которые проводят там Росмолодежь, администрация президента, патриотические лагеря по разным направлениям, уже можно выбрать свое направление. Второе — замечательные киносмены, где дети, например, в Артеке они проводятся, где дети вместе с наставниками могут снять фильмы на интересующие темы. Единственная цель этих фильмов — менять жизнь в лучшую сторону. Это тоже важно для детей. Вовлечение, участие в жизни страны. Я на базе уполномоченного правого человека, кстати, детей приглашаю. Ко мне приходят ребята разного возраста, школьники, студенты. Они принимают участие в жизни страны. Они вместе с нами проводят совещания на какие-то важные, интересные проблемы, которые нужно решать. И когда я была депутатом Госдумы, я горжусь этим. 6 законов, которые приняла Госдума, были инициированы детьми из разных регионов страны. Это большой, на самом деле, для меня результат. Но и самое важное, наверное, это говорить с детьми. Если мы научимся прививать вот эту культуру общения и обратной связи, то с этими угрозами можно будет бороться. Спасибо, Яна Валерьевна. Да, давайте тогда немного поговорим о том, какие ценности мы должны прививать детям, как
родители. Вот у нас есть и такой вопрос в исследовании. Вот здесь такая представлена лестница, да? Что в первую очередь нужно воспитывать в детях. Смотрите, на первое место для меня это, честно говоря, было удивлением, а для вас, может быть, и нет. Вот. Вышла ценность ответственности. Ответственности. А ведь некоторое время назад у нас такая доминировала точка зрения. Вот пусть растет, как растет. Вот пусть, значит, он только будет счастливым. Он вот сам пусть все, значит, познает. Я не буду ни в чем его ограничивать. Вот кем хочет быть, тем пусть и будет. Никем не хочет быть, пусть никем и не будет. Ну вот такая значит, либеральная точка зрения, она была очень широко распространена. Вот здесь Яна Валерьевна некоторые цитировала книжки, значит, там и сайты. Вот это вот, я прям читал такие книжки, где говорилось, вот так и надо, да. И я видел людей, которые вот так и считали. А потом эти дети вырастают и становятся несчастными, к сожалению. Вот, очень часто. Ну, сегодня действительно все по-другому. Сегодня уже повернулся вектор, и мы видим, что люди видят, что нужно учить своих детей в том числе и ответственности. Это, на мой взгляд, очень интересный такой вот маркер, примета времени. Что еще? Честность. Честность. Дальше. Уважение к старшим и доброта. Вот 4 таких вот самых популярных ответа на вопрос, какие конкретные качества нам следует воспитывать в детях. Еще довольно часто говорят о трудолюбии, о любви к своей стране, о знании истории и культуры и, вот интересно, о любви в целом, да, то есть воспитывать в человеке умение любить. Вот это тоже мне показалось так очень сильный заход. И следующий вопрос, это я так мягко подвожу к нашему спикеру Марии Илларионовне из Министерство просвещения. Вот. Министерство просвещения школой занимается, вот, поэтому сейчас я вопрос сформулирую, но сначала давайте все-таки посмотрим на экран. А что ребенок должен вынести из семьи? Может быть, сформулировано не очень удачно, что ребенок должен вынести из дома. Да? Смешно. Вот. Нет, ну, выносить, наверное, ничего не надо, но вот выйти во взрослый мир нужно с какими-то действительно ценностями, да, которые воспитаны, которые привиты, вот, и руководствуясь которым дальше этот маленький пока еще человек может идти по жизни смело. Вот какие же ценности мы считаем нужно ему привить. Смотрите, на первом месте опять-таки крепкая семья. Тут везде по 2 цифры. Ну, вы уже, наверное, поняли, что это цифры опроса среди россиян в целом и опроса среди участников нашего фестиваля. Крепкая семья. Дальше. Взаимопомощь и взаимоуважение. Вот тоже, мне кажется, очень важный маркер времени. Помните, мы делали ставку на индивидуализм, на раскрытие, значит, личности прежде всего. Вот думай о себе и рассчитывай только на себя. На других нет. Да, живи с удовольствием, живи. Но я бы тоже жил с удовольствием, даже иногда пытаюсь. Вот, да, в свое удовольствие. А потом в какой-то момент мы поняли, что кроме ценности индивидуализма, ценности коллективизма, они тоже имеют значение. Мы вот от них отказались, предали их поруганию, там, раскритиковали, назвали их какими-то там атовистическими, архаичными и так далее. А вот так жизнь повернулась, что выяснилось, что одному-то прожить очень сложно, если вообще возможно. Взаимопомощь, взаимоуважение. Вот смотрите, сегодня это 2-я по значению ценность, которую, как думают россияне, нужно воспитывать нам в детях. И тоже интересный для меня ответ. Яну Валерьевну, наверное, он порадовал особенно, с учетом ее депутатской карьеры. Справедливость. Справедливость. Вот. Я не подтасовывал результаты, вы не подумайте ни в коем случае. Вот. Это 3 главные ценности, которые мы должны воспитывать в детях. Есть, конечно, и другие, и тут они все перед вами, но вот это такой фокус.
И завершая вот этот вот блок, о нас, о родителях. Да? Именно мы все-таки не школа, не высшая школа, не средства массовой информации, значит, не литература, не кино. Все эти институты чрезвычайно важны. Чрезвычайно важны. Но есть институт воспитания, который все-таки гораздо важнее. Вот. Это, собственно, семья, собственно, родители. Да, раньше бы мы сказали о бабушках и дедушках, вот, но сегодня так все поворачивается, что бабушки и дедушки меньше участия принимают в воспитании детей, чем прежде. Вот, но это отдельная тема. Итак, родители. Кто больше всего влияет на формирование личности ребенка, его взглядов и поведения? Да, вот здесь вам и ответы. Родители на первом месте, безальтернативно. Смотрите, 68%. Бабушки и дедушки в 10 раз меньше, только 7%. Вот. Дальше. Друзья и сверстники. Ну, мы понимаем, не с самого начала, а по мере взросления. Вот здесь друзья и сверстники выступают вперед. А дальше потребляемый контент. Фильмы, сериалы, мультики, музыка, компьютерные игры и так далее. 57%, да? Огромная цифра. Дальше блогеры, стримеры, инфлюенсеры. Это новые герои, значит, нашего времени. Вот уже лет 20 мы с ними сосуществуем. Сначала их не замечали, даже подсмеивались, шутили над ними, а теперь, да, это правда. Вот. Теперь мы понимаем на самом деле, насколько эта новая когорта влияет на наших детей. Влияет и очень серьезно. Средства массовой информации вот, на этом фоне ушли совсем на задний план. 11% называют их в числе главных институтов воспитания. Книги, наша великая литература, русская и мировая, которую тоже Яна Валерьевна упоминала. Ну, увы и ах. Смотрите, 4% сейчас считают, что литература всерьез влияет на воспитание детей. Завершу оптимистически. Школа. Школа никуда не ушла. 31% называют ее не просто институтом воспитания, а одним из главных, из центральных институтов воспитания. Поэтому у меня вопрос к Марии Илларионовне. Ну, очевидно, что школа существует в условиях конкуренции, острой конкуренции за умы и за души наших детей. Как вместо того, чтобы переваливать друг на друга от института к институту, от семьи к школе, от школы к кино, от кино к блогерам и так далее, переваливать эту ответственность, как выстроить эту гармоничную систему? Что здесь делает государство? На что направлена сегодня политика Министерства просвещения? Расскажите, пожалуйста. Начнем поэтапно. Семья действительно главный институт, но все мы... Чуть ближе к микрофону. Так слышно, да? Наверное, гораздо лучше. Но все мы были в школе, и крепкая семья, у которой появились дети, в школу обязательно вернется. От школы мы никуда не денемся, это действительно институт базовый, я бы назвала это таким центром притяжения. Центр притяжения не только детей, но сейчас уже и большой центр притяжения семей. Я немножко расскажу, что мы делаем сейчас, и что мы видим, что мы понимаем, и что мы видим, что делать нам дальше. Действительно, в нашей истории были разные периоды в истории школы. У нас был период, когда учителя были возмущены, да? У нас был период, когда родители, честно говоря, открывали в школу дверь ногой и говорили: да, только наша позиция правильная, я родитель, я имею право. Сейчас мы начали разговаривать. На самом деле мы иногда задаемся такими великими вопросами и приходим к простым истинам, что надо просто научиться друг с другом говорить. Примерно на одном языке,
понимать, слышать, слушать, воспринимать. Что есть у нас сейчас? Всероссийский родительский комитет, наверное, где-то слышали, все равно у всех на устах наш конкурс инициатив родительских сообществ, который мы сознанием проводим. Очень большая заявочная кампания действительно от родителей. То есть это был такой первый инструмент услышать запрос. А что видят родители, чего не хватает в школе? Здесь возможно, есть часть инфраструктуры какой-то, а здесь именно вопрос в том, чего не хватает, чтобы мой ребенок вырос вот как раз-таки то, что мы видим на слайдах, тем самым человеком, личностью, которая о коллективе, которая о семье семей, как говорит Владимир Владимирович, которая о стране, о будущем, который готов жить, работать здесь, который готов создавать семью, передавать из поколения в поколение ценности. В регионах у нас созданы региональные родительские комитеты. Сейчас где-то по личной инициативе уже есть муниципальные. Мы постоянно собираем такую обратную связь. Скажу честно, в 2022 году это была обратная связь, которую было очень сложно проанализировать. Потому что мы понимали, что вот мы все-таки на разных языках, совсем на разных. Сейчас обратная связь совершенно другая. Мы понимаем, что не хватает родителям, и стараемся с ними продолжить эти разговоры. Что ценно? Во Всероссийском родительском комитете у нас есть экспертные группы по направлениям. Все наши родители где-то работают, чем-то занимаются, чем-то интересуются и в чем-то являются экспертами. Где-то лучше, где-то хуже. По направлениям родители нам действительно во многом помогают. Сейчас немножко завеса тайны, прорабатываем вопросы так называемых нулевых чтениях у родителей. То есть все, что мы хотим принять в системе образования, чтобы сначала это посмотрели, оценили и поговорили родители. Такой опыт был, и если посмотреть на контрасте, оценка поведения, которая апробируется, она изначально обсуждалась именно в родительском сообществе. И когда с родителями, это было отторжение в том числе, это было недопонимание, а что это, о чем это, зачем это, почему вот сейчас, а что вы хотите делать с нашими детьми, а что нам ждать дальше, получат ли они аттестат. Все эти вопросы, они просто обсуждались. И в итоге в момент, когда уже начались апробационные процедуры, действительно от родителей было слишком, намного, я бы сказала, меньше и возмущений, и вопросов, которые были просто сняты в период вот такого вот нулевого прочтения. Школа. Большой проект «Навигаторы детства». Часто родители это ассоциируют и ставят знак равенства с советниками директора по воспитанию. Но сейчас в регионах у нас есть, в региональных ресурсных центрах специалисты, которые взаимодействуют именно с родительским сообществом. Что делает этот специалист? Наверное, каждый родитель видит, как в общеродительский чат постоянно отправляется информация о новостях в системе воспитания. Казалось бы, элементарная вещь, но, будем честны, родители заняты. Видимо, что бабушки и дедушки мало уже принимают участие, гораздо меньше, чем раньше в воспитании детей. И чтобы родитель был с нами в повестке, чтобы мы не объясняли ему о том, почему так произошло, и из чего это получилось, родитель уже может спокойно пролистать, посмотреть, задать интересующие вопросы. Большой блок такой работы именно с родителями, информационной, проводит Институт воспитания, наше подведомственное учреждение. Из чего началось наше пособие от 0 до 18, которое теперь интерактивное, просто предыстория. Мы сделали форму обратной связи, где в анонимном режиме родитель может задать любой интересующий вопрос, и сотрудник Института воспитания на него отвечает. Плюсы были в том, что все анонимно, то есть никто никого не найдет, не отыщет в системе, не узнает школу, класс, фамилии. Вопросы были разные. Мы поняли, что нужно делать что-то интерактивное, в котором будут и ссылки на фильмы, которые, конечно, там в открытом доступе. Понятно, есть разные вещи, там, с Минкультуры тоже.
которые будут ссылаться на те книги, которые мы поддерживаем, да, которые прошли профессионально-педагогическую экспертизу, которые можно читать и нужно читать. И Яна Валерьевна говорила о том, что да, книги сильно разные. И мы видим, что есть детские книги, которые просто переведены с иностранного языка и напечатаны нами. Они не несут наших ценностей. Это не о нашем культурном коде. Может быть, они не призывают к каким-то плохим вещам, но это не о нашем, не о своем, не о той любви, которая заложена в нашем культурном коде. Мы сделали это пособие, и оно действительно пользуется большой популярностью. И как раз-таки молодым семьям, которым еще не скоро идти в школу, да, но уже вот, надеюсь, скоро видеть своих детей, можно даже в процессе планирования еще только беременности посмотреть, а что нужно мне для детской комнаты, да? А что мне понадобится в первый год жизни, а что я могу послушать, а что я могу почитать сам. Понятное дело, что всем хотелось бы, и нам хотелось бы, чтобы дети держали в руках книгу настоящую, которая пахнет, которая из библиотеки или с магазина мы принесли. Но век такой, что нам нужно заполнять этот вакуум, да, своей информации, та, которая есть у нас, и та, которая проверена. Яна Валерьевна тоже говорила о детях, которые делают для детей. Хотела бы здесь немножко продолжить. Конкурс Росдетцентра «Вдохновленный детством». Это как раз-таки тот хороший механизм, когда дети придумывают сами фильм, они сами пишут синопсис, они сами работают, они сами разделяются в команде на роли. Да, советник директора по воспитанию, конечно, находится рядом, конечно, помогает и наставляет, но это уже не тот этап, когда учитель впереди, а дети просто догоняют. Это тот этап, когда педагог рядом и просто помогает и поддерживает. И та команда, которая выигрывает совместно с Ири, этот фильм снимается, дети видят действительно тот продукт, который получился у них самих. То же самое, уже затронули тему разговоров о важном, и в всех наших проектах есть блок для родителей. Если мы говорим о разговорах о важном, у нас есть постразговор. Дети то, что услышали в понедельник после поднятия флага и исполнения гимна, ту тему, которую они прошли. Для родителей есть отдельный блок, о чем поговорить с детьми вечером на кухне, что посмотреть по этой теме они могут, что почитать и какие вопросы обсудить с детьми. То же самое есть в «Орлятах России». Вот если мы говорим о коллективе, как раз-таки коллективно-творческое дело Иванова продолжается в наших «Орлятах России». Это о коллективизме, и это тоже о семье семей, о родителях. И мы стараемся давать мы часто говорят, у вас в перечне мероприятий 200, и мы должны вот все сделать. Нет, мы даем круг возможностей, которые и родители, и дети, и педагоги могут принимать и тем самым и заполнять вакуум, и работать. Хотелось бы подытожить и сказать, что здесь нельзя поставить ни знак равенства, ни знак больше-меньше. Если родители будут заинтересованы в школе, а школа будет заинтересована в родителях, у нас обязательно все получится. Как только мы перестанем соблюдать вот эту вот пропорцию, мы обязательно начнем опять решать проблемы. Да. Спасибо. Звучит как тост. Спасибо. Но школой, конечно, воспитание не заканчивается. Вот, оно продолжается. Вот, и я хочу передать слово Ольге Викторовне Петровой. Сразу два таких захода на цель. С одной стороны, действительно, воспитательная функция в высшей школе, как мы все понимаем, вот, она не менее важна, чем в средней, может быть, даже и больше. А с другой стороны, в высшей школе, то есть в наших вузах, уже начинают возникать семьи, новые семьи, студенческие семьи. Ольга Викторовна, как высшая школа отвечает на такой двуединый запрос?
Спасибо большое, уважаемый Валерий Валерьевич. Но, во-первых, также позвольте поздравить всех нас с прекрасным днем 8 июля, который был вчера, и с тем, что Национальный центр продолжает традиции, и свадебный фестиваль уже становится такой доброй душевной традицией, на которую все приходят. А приходят потому, что здесь тепло, потому что здесь все по-доброму и потому что здесь интересно. И я хочу попросить, вон там Анастасия Викторовна сидит прекрасная, которая является одним из главных организаторов, передать слова благодарности Наталье Сергеевне за вот это событие, которого на самом деле ждут год. Вот вчера 150 пар зарегистрировались, и я думаю, что именно со вчерашнего вечера открылась очередь на то, чтобы была регистрация на следующий год, потому что это, и мы тоже гордостью говорим, что у нас вот. Уже регистрации пошли. Да, и мы с гордостью говорим, что у нас вчера в церемонии принял участие один наш проректор Мордовского государственного университета по молодежной политике. Поэтому мы тоже вот стали такой частью такого праздника. А мы вчера в университетах стартовали. Это уже, как личный пример. Да, говоря про студенческие семьи, мы вчера стартовали в университетах тоже такую добрую, надеюсь, что традицию, но вчера это точно такая инициатива, которая называется «Семейный диплом». Это у нас были регистрации студенческих пар в университетах. Сотрудники ЗАГСов вышли в университеты. И поскольку несколько дней у нас вот эта регистрация будет, вчера было 26 университетов по всей стране, причем это разные субъекты, это означает, что такая представленность очень большая. Например, в Кемеровском университете 4 пары вчера были зарегистрированы студенческие, присутствовал губернатор, присутствовали много почетных знаковых гостей. В Северо-Кавказском федеральном университете 3 пары, в Саратовском университете 2 пары, и вот в РЭУ имени Плеханова. И это тоже такой тренд и тенденция, которую мы показываем, что есть норма. Безусловно, везде ректоры встречаются со студенческими семьями, но если мы вернемся вот так вот минус 2 года назад, то нам даже, наверное, в голову бы не пришло подумать на эту тему. Потому что когда 2024 год был объявлен нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным как год семьи, мы вдруг задумались, а сколько у нас студенческих семей? И мы поняли, что ответить на этот вопрос мы не можем, потому что мы не понимаем, что такое студенческая семья, как ее посчитать, как ее определить. И здесь тоже большое спасибо поддержке депутатского корпуса. И 1,5 года у нас такая была совместная дорожка, движение. И мы определили, что такое студенческая семья. Сейчас мы знаем, что их более 50 тысяч. Мы, что тоже очень важно, определяем меры поддержки для студенческих семей. И здесь тоже у нас вот почему был такой затык, что не определяли мы сразу законодательно понятие «студенческая семья», потому что позиция части коллег была, вы сначала предложите меры, а потом мы определим понятие. А когда предлагаем меры, естественно, сразу нужны финансы. А где финансы? А финансы найти сложно. Но мы убедились, что давайте все-таки попробуем наоборот. Мы вот зафиксируем студенческую семью, а потом вдруг мы понимаем, что во всех субъектах появилось такое понятие, как демографическое портфолио губернатора региона. И губернаторы стали вставлять такую категорию, как студенческая семья. И у нас стали выплаты делаться не только в университетах, но еще и в субъектах. Мы провели вот это системно и осознали, сколько мер есть. И Мария Викторовна Будская, даже сейчас тоже она встречается со студентами, рассказывает, 3500 мер поддержки существует.
Но много, конечно, много. И сам вот этот акцент на внимание студентам представляют комнаты в общежитиях. Сейчас в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» ремонтируются общежития, и первые этажи где-то перестраиваются под семейные блоки, где-то просто даже вузы, у которых большой имущественный корпус, целое общежитие делают. Но там, конечно, не только для студенческих семей, но и для семей молодых преподавателей, потому что мы понимаем, что это очень-очень важно. И здесь, возвращаясь к вопросу о воспитательной функции, мы, конечно, понимаем, что первокурсники, которые приходят в университет, они уже воспитанные. И уже коллеги из Министерства просвещения, вот Мария рассказала, но очень большая работа сейчас проводится уже много лет, и она проводится системно. Движение первых, которое тоже много создает. Поэтому если мы говорим, что вот первокурсник пришел, мы начинаем его воспитывать с нуля, ну, конечно, нет. В чем одна из задач высшего образования? Это, конечно, вот так вот сформировать ценностно-мировоззренческое восприятие и зафиксировать вот эту ценностную рамку. Мне очень приятно, вот когда вы показали, ну, как раз про ценности, мы видим, что картинка меняется. Если бы мы тоже с вами посмотрели 3-4 года назад, по-другому было бы вот распределение. И мы, конечно, понимаем, что любой преподаватель, который заходит в аудиторию, он не только несет профессиональные знания, он тоже принимает участие вот в воспитательной функции, задаче, личным примером показывая. Это про ценности, это про традиции. И вот сегодня я утром была в Горном университете, и мы точно я могу сказать, что Горный университет — это один из вузов, который вот четко ведет вот эту связующую нить и поколений, и традиций, и ценностей, и воспитанию. Там Горный университет в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге, да. Воспитанию лично ректор Владимир Стефанович уделяет колоссальное значение, и это не случайно, потому что именно в этом мы и определяем и миссию служения, и миссию такой ценности в профессии, потому что это все, безусловно, очень важно. И когда мы дальше говорим, а что мы вот как бы должны зафиксировать и как мы можем воспитывать, ну, здесь, конечно, у нас ключевой — это 309-й указ Владимира Владимировича, майский указ 24 года, в котором определены ключевые цели развития нашей страны. И одна из них — это реализация потенциала каждого, развитие его талантов, воспитание патриотичной, социально ответственной личности. Вот социально ответственная такая позиция, понимание, что от каждого зависит конкретное действие, неравнодушие, и опять-таки в основе на вот наших ценностях. И это, конечно, то, что мы имеем как такой фундамент для всей нашей деятельности. И если опять говорить про студенческие семьи, про вот те результаты, которые мы видим по опросам в ЦИОМ, и здесь я тоже хочу сказать вам, Валерий Валерьевич, спасибо большое, потому что вот, наверное, уже 3, даже 4 года мы ведем системные такие опросы среди студентов для того, чтобы правильно выстраивать и политику, и понимать какие-то такие реперные моменты. У студентов очень большой запрос на знания. Даже когда ребята готовы создать семью и стать родителями, они хотят узнать, а что такое родительство. У нас появился новый проект, это родительский университет, университет семьи. Вместе с коллегами из Российского государственного гуманитарного университета, из Института демографии Менделеева. Мы все даем разные аспекты таких знаний, потому что это тоже к вопросу об ответственности. То есть вот это наше прекрасное молодое поколение, они ответственно подходят к любой задаче. И когда речь встает о том, чтобы создать семью,
нужно получить знания, и чтобы быть ответственными уже родителями и знать, как воспитывать детей. Поэтому мы следующий шаг, который сейчас делаем, это именно такой просветительский, с точки зрения дополнительных знаний. Конечно, это идет в формате, как мы называем, второй половины дня, да, это вот спецкурсы, просто дискуссионные клубы. Большое спасибо коллегам, которые даже вот там РТДОК снимает документальные фильмы, которые мы тоже используем как такой материал для обсуждения, для размышления на ту или иную тему. И, конечно, тоже на что мы понимаем, что сейчас очень важно обращать внимание, это критическое мышление. То есть мы формируем критическое, усиливаем и не даем ему потеряться, потому что мыслящий студент — это как раз, который понимает, что такое хорошо, что такое плохо, ему уже не страшны вот те нападения, которые есть из сети интернет, про то, что говорила Яна Валерьевна. То есть вот это вот информация. Вы меня натолкнули на вопрос очень важный. Вот спасибо за подачу. Критическое мышление. Сейчас все включат критическое мышление, ну, по крайней мере, те, кто на сцене. Вот. И от рассказов о том, что мы уже делаем и что уже сделали, а сделали, как мы услышали, действительно много. Вот. Мы немножко помечтаем. Помечтаем о том, что нам еще можно было бы или нужно было бы сделать вот, для продвижения семейных ценностей, вот, ценностей детства, ценности воспитания и так далее. Вот вы будете делать родительский университет. Я правильно понял, да? Ну, университет семьи, да. Университет семьи, да. Вот это очень круто. Я, кстати, первый раз об этом слышу. Мне кажется, это очень хорошая инициатива и с большим потенциалом. Вот. Я дам коллегам еще пару минут подумать, вот, потому что мечтать сложно. Вот мы проводили тоже не раз исследования. Оказывается, представляете, мы в России умели мечтать, а потом разучились. Или нас отучили мечтать. Вот, приучили жить только сегодняшним днем. Вот так вот получилось. И сегодня мы только снова так вот с трудом начинаем учиться мечтать. Вот. А без мечты же ничего большого и по-настоящему такого сильного не сделаешь. Все начинается с мечты. И вот сейчас мы немножко с вами помечтаем, но перед этим, я добрый спикер, вот, даю немножко времени на подготовку. Вот, перед этим покажу еще пару слайдов, вот, потом помечтаем, и на этом будем завершать. Вот. Из нашего исследования, которое мы в рамках свадебного фестиваля сделали, что еще, мне кажется, интересного осталось не, так сказать, опубличенным. Мы попросили людей назвать какие-то самые важные вектора, самые важные направления, которых нужно идти, чтобы сделать жизнь в нашей стране лучше. То есть вот цель такая – жизнь сделать в нашей стране лучше. И, конечно, много разных вариантов, безусловно. Вот все они на экране. Но смотрите, попали в лидеры 3 очень важных направления, которые, как мне кажется, имеют прямое отношение к нашей сегодняшней теме. Смотрите, хорошее образование и воспитание детей. Вот Ольга Викторовна правильно сказала, что они про семью, но они хотят еще знания получать. То есть здесь это вот оказалось в одной связке. Хорошее образование и воспитание детей. Дальше, конечно, поддержка семей, детей и старшего поколения. Вот еще один важнейший вектор. И сохранение культуры, традиций и исторической памяти. Все нужно, все важно, но вот эти вот 3 вектора люди держат в фокусе. Это, значит, не уходит на периферию. И последний слайд, собственно, такой содержательный. Про традиции мы сегодня говорили, про преемственность, про передачу опыта. А вот мы спросили, у вас-то в семье есть традиции какие-то, которые вы передаете? И да, есть. Хорошая новость, есть. Есть что передавать. Вот. Что это за традиции? Смотрите, совместные праздники, застолья, подготовка к ним. Дальше. Семейные сборы вне праздников.
тоже, оказывается, есть у многих семей. И совместный отдых, семейные прогулки, семейные путешествия. Ну, то есть вот досуг, такая релакс. Значит, хочется его провести с любимыми, близкими, милыми людьми. И вот что, такой завершающий вопрос, что важно сохранять в семье и передавать следующим поколениям? Смотрите. Умение поддерживать друг друга в трудные моменты. Не только когда все легко, хорошо, вот мы с вами гуляем по тенистым аллеям или по берегу моря, бриз приятный веет, да? Это все прекрасно. Но умение поддерживать друг друга в трудные моменты. Вот чего люди ждут от семьи и стараются передать своим детям. Вот критически важное направление. Что еще? Уважение. Уважение к людям, уважение к родителям, уважение к старшим. Ну, видимо, не хватает. Не хватает этого. Ценностью-то является на самом деле то, чего не хватает. Имейте в виду. Дальше. Взаимопомощь в семье. Память о семье, о роде, о предках. Воспитание честности и ответственности. Самостоятельность и умение делать выбор. Ну и доверие и близость между родными людьми. Вот чего мы хотим от наших детей, вот что мы пытаемся в них воспитывать. И такой вот блиц-опрос. Давайте, блиц-мечта. Начнем с Марии Илларионовны. Пожалуйста. Сначала не как Следующий шаг. госслужащий, а как человек, немножко занимающийся наукой, очень бы хотелось не вовлекать постоянно, а быть все-таки полноправными соразработчиками всего, что есть у нас. Хотелось бы, честно говоря, не что сделать, а сохранить. Сохранить то, что есть, да, то, что было. Сохранить историю, сохранить вот эти семейные традиции и сохранить все самое лучшее, потому что мы часто возвращаемся к прошлому, просто трансформируем методы, методики, технологии и говорим, что все-таки да, вот нужно помнить то, о чем было. Это если блицом. Да, спасибо. И, Яна Валерьевна, ваша мечта. У меня есть мечта. I have a dream. Ну, у меня есть мечта, и я хочу, и я верю в то, что наша страна будет самой сильной. И, как я уже говорила, о том, чтобы она была сильной, должны быть крепкие семьи. Можно я вот пару слов буквально скажу? Сегодня я вспомнила историю моей семьи. У меня папа военный, мама врач. И вот когда они познакомились друг с другом, тогда был тот период времени, когда в храмы было ходить нельзя. Папа был тем более военным, это было неправильно, не разрешалось. И вот мама с папой приняли решение о том, что они хотят создать семью и получить благословение на это. И они нашли дальнюю деревеньку, приехали, нашли маленький храм в сторону Валдая, пришли к священнику, а там был монах-настоятель. И папа рассказывает ему, говорит, я хочу повенчаться. Монах говорит, ну куда ж ты меня под монастырь, говорит, загоняешь? Ты же военный, ну как же мы это сделаем? Папа с мамой говорит, мы приняли такое решение. Мы перед тем, как создать семью, хотим повенчаться. И тогда этот батюшка говорит, вы ко мне приходите, а только платьюшко красивое какое-то беленькое с собой возьмите. Закроем двери, будем только втроем. И вот короны, венцы будем держать друг над другом сами. И в определенное время мама с папой приходят, прямо там в предбанничке мама надела беленькое платьюшко. Они зашли, и был обряд венчания. И когда он закончился, они вышли из храма, и мама рассказывает, было абсолютно небесно-голубое небо. И вдруг, говорит, такая маленькая-маленькая тучка прямо над нами, и из нее вот такой вот маленький дождик, как грибной дождик. И мама почувствовала, говорит, это было как благословение нашего брака. Батюшка сорвал белый флокс и подарил им, и вот с тех пор появилась семья, которая воспитала, так получилось, 2 дочери, у моей сестры 3 детей. Моя ошибка, что у меня только пока 1 ребенок. Жалею очень, что не родила сразу как минимум 3.
И вот вы знаете, я когда говорила со своей семьей, у нас были удивительные традиции. Там мы старались читать вместе, мы старались делать семейные какие-то встречи, обеды. Но самое важное, что я, наверное, сумела сделать за этот период времени, пока жив мой папа был, это то, что ни один Новый год я не пропустила, чтобы я не была рядом с мамой и с папой. Куда бы меня ни звали, не приглашали, появлялись друзья, знакомые, первые отношения. Но я никогда не пропустила ни одного Нового года, чтобы я была с папой и с мамой. И вот они прожили 42 года вместе, и папа умер в день, когда у них было 42 года совместной жизни. И я подумала, что вот действительно самое важное, что я всегда была рядом с ним в этот день. Мы вместе нарезали салат оливье, мы вместе готовились к этой традиции. И когда я задала вопрос маме, я говорю, ну было же сложно, там вы ругались, ссорились, спорили, но вот эта ответственность, которая тогда была благословлена, она всю жизнь помогала сохранить семью. И на каждую ссору и конфликт не рубить с плеча и уходить на следующий день, разводиться и заканчивать эту жизнь, а сохранять. И знаете, до того, как папа умер, я сумела сделать очень важную вещь. Я взяла маму и папу, и мы нашли эту деревеньку, где они венчались. Мы нашли этот храм, я сделала им фотографию. У них было там у озера фотографию, где они вдвоем лежали там рядом, обнявшись на траве. Я сделала такую же фотографию через 40 почти 2 года совместной жизни. И вот эта вот память, нашли могилку этого батюшка, который их венчал. И вот знаете, это просто про ответственность. Вот почему мы должны быть, чтобы было взаимопонимание, взаимоподдержка. И я еще скажу, может быть, не самый такой радужный момент, но вот так вот вышло, что я теперь уполномочена, и в мои функции входит тема обмена военнопленными. Вы, наверное, знаете. Воссоединение гражданских семей. Вот я сижу на форуме, мне пишут жены, пишут дети, мой папа в плену, мой муж в плену, помогите, пожалуйста, его вернуть. И вы себе не представляете, сколько вот влияют эти семьи, скольких ребят мне удалось вместе с Министерством обороны, профильными спецслужбами, но сколько удалось вернуть только потому, что тут есть половинка, которая так переживает, так верит, так ждет. И вот эта вот помощь помогает нам порой достать человека оттуда, откуда ну просто очень сложно и невозможно. Это вот желание быть рядом в трудную ситуацию. Поэтому семья — это очень важно. Жениться стало модным. И то, что это происходит в День семьи, любви и верности, за это огромное спасибо организаторов. Поэтому я мечтаю о сильной нашей стране, и она такой будет. Спасибо. Спасибо. Да, красивая очень история. Ну, а мы подведем выводы краткие. Вот они на экране. Действительно, семья остается центральной, главной жизненной ценностью для нашего народа. Любовь и рождение детей остаются главными основаниями для создания семьи, а родители остаются главным институтом воспитания, не умаляя роли других, конечно, институтов. Ну а участники 3-го Всероссийского свадебного фестиваля демонстрируют повышенный уровень приверженности семейным ценностям, чем население России в целом. Надеемся, что население подтянется со временем. И высшая школа мечтает, да, правильно, все мечтают. Благодарим площадку Национального центра «Россия» и ждем вас на других мероприятиях, как фестиваля, так и других. Я попрошу вывести на экран QR-код. Он приведет вас в чат-бот обратной связи, где можно оставить отзыв о мероприятии. Друзья мои, да, включите, пожалуйста. А вот и он. Вот. Можно оставить отзыв о мероприятии или узнать о следующих событиях центра. Всем спасибо. До новых встреч.